Привет, мои дорогие! Спасибо, что смотрите это видео. Сегодняшняя уникальная маска имеет очень приятную, пышную, воздушную консистенцию. Уверена, что она вам понравится. Маска с уникальным эффектом омоложения дополнительно очищает кожу, хорошо увлажняет кожу, дает очень хороший смягчающий кожу эффект. Также в момент подсыхания дает и лифтинг, подтягивающее воздействие. Маска универсальная, подходит для всех типов кожи. Также эту маску для достижения наилучшего эффекта лучше использовать во второй половине дня. Сделайте эту маску 2 или 3 раза в неделю в вечернее время, чередуя это очищающее средство с другими масками, рецепты которых вы также можете найти на моем канале. После применения этой маски поделитесь своим впечатлением и напишите свой отзыв в комментариях. И давайте приступим. Сегодняшняя маска очень простая в приготовлении. Нам понадобится пищевая сода. Сода – это наилучший очищающий компонент, который вы можете использовать для ухода за возрастной кожей. Стоит недорого, доступен. Уверена, что сода есть в каждом доме, и я уверена, что вы так же, как и я, успели полюбить содовые маски. Сода отлично очищает кожу, убирает сухость, убирает шелушение. В момент смывания дает очень хороший шлифующий кожу эффект. Сода хорошо смягчает кожу, смягчает воду. Возьмите 1 чайную ложку соды. Кстати, в момент приготовления домашних масок соблюдайте порядок добавления всех компонентов. От этого будет зависеть качество маски и тот эффект, который она окажет на вашу кожу. Следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится крахмал. Крахмал можно использовать как кукурузный, так и картофельный. Крахмал дает очень хороший уплотняющий кожу эффект. Крахмал также в момент подсыхания подтягивает кожу, убирает шелушение в момент смывания. Возьмите также 1 чайную ложку крахмала. Крахмал возьмите без горки. Также вы можете использовать как кукурузный крахмал, так и картофельный. Если у вас нет готового крахмала, вы можете приготовить его самостоятельно. Возьмите сырой картофель, натрите на очень мелкой терке и используйте в домашнем уходе. Также тщательно смешайте все сухие компоненты. Так, чтобы они равномерно между собой распределились. Следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится мыльный ингредиент. Это может быть пенка для умывания, пенка для бритья. Хорошо подойдет также для сегодняшнего рецепта жидкое мыло. Если у вас нет готового мыльного ингредиента, то возьмите обычное мыло. Лучше всего использовать глицериновое, детское, либо оливковое. Натрите на очень мелкой терке. Залейте водой, подержите на водяной бане либо на медленном огне до полного однородного растворения. Возьмите 1 чайную ложку пенного состава. Пенку возьмите с горкой. И тщательно взбейте с предыдущими ингредиентами. Все свои рецепты приготовления домашних масок я показываю в реальном режиме времени. Поэтому то время, которое я затрачиваю на смешивание ингредиентов, на добавление ингредиентов, именно достаточно для того, чтобы приготовить домашнюю маску. Я уверена, что вы столько же времени затратите, если эту маску будете делать вместе со мной. Смешайте компоненты так, чтобы не было комочков и чтобы была однородная, приятная консистенция. Следующий ингредиент для сегодняшней маски нам понадобится косметическое масло. Возьмите масло жожоба. Масло жожоба отлично смягчает кожу, хорошо выравнивает не только поверхность, но и оттенок лица, делает ее также шелковистой. После применения масла жожоба в домашнем уходе кожа будет выглядеть лощеной. Нужно взять 10 капель косметического масла жожоба. И также тщательно взбейте все компоненты.
Для того, чтобы сегодняшняя маска дополнительно и увлажняла кожу, добавьте глицерин. Глицерин дает очень хороший увлажняющий эффект. Глицерин отлично удерживает влагу в эпидермисе кожи, также предотвращает обезвоженность кожи, и на протяжении нескольких часов ваша кожа будет просто упругой. Также нужно взять 10 капель глицерина. И также тщательно взбейте все компоненты. Сегодняшняя маска имеет очень приятную, пышную, воздушную консистенцию. Также эту маску можно хранить в холодильнике и использовать в недельном уходе. Для достижения наилучшего эффекта нанесите эту маску во второй половине дня, примерно за час до сна. Наносить эту маску нужно на просто умытую кожу. Также перед этой маской протрите кожу лица перекисью водорода 3%. Другое его название – пероксид. Это дополнительно обеззараживает кожу и подготавливает кожу к очищающей маске. Наносите маску по кожным массажным линиям. Это линии наименьшего растяжения кожи. Также эту маску можно нанести на кожу шеи, на кожу зоны декольте. Аккуратными вбивающими движениями нанесите эту маску и на кожу вокруг глаз по косточке, не заходя на слизистую оболочку. Держать маску нужно не более 15 минут. Затем смочите маску влажными руками и вспеньте ее на лице. В момент смывания сделайте легкий скрабирующий массаж. Затем ополосните кожу лица водой комнатной температуры и нанесите питательный или увлажняющий крем. Обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, мамами, подругами, для того, чтобы как можно больше женщин знали о простых способах омоложения кожи лица в домашних условиях. Всех люблю, целую и обнимаю. Всем мира, добра и красоты. А с вами была Оксана. Увидимся в следующем видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.